Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 14 июня. Обращаем ваше внимание, сегодня у нас с вами волшебный день, поэтому обязательно напишите эту денежную фразу, и уже вечером результат вас удивит. Если вы эту практику смотрите и делаете в вечернее время, то в самые ближайшие 3 дня вас действительно удивит те возможности, те моменты, которые могут произойти в вашей жизни. Главное, девочки и мальчики, проводите эту практику искренне, с любовью, с пониманием того, что ваша жизнь коренным образом может измениться в любую секунду, и вы готовы принять те изменения, которые идут в вашу жизнь. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Также, друзья, всех хотим поблагодарить за донаты, которые вы нам отправляете. Итак, давайте вместе с вами начинать. Сегодня 14 июня, и сегодня день наведения чистоты и порядка. При этом обращаем ваше внимание, это не только в окружающем пространстве должно быть сделано, но и в отношениях с людьми. В этот день возлюбленные, супруги, друзья и коллеги будут чаще подвергаться критике и оцениваться по уровню надежности и ответственности. Ключевым аспектом этого дня станет квадрат Венеры к Луне в Деве, который склоняет к поиску идеального партнера. Это астрологическое событие побуждает людей анализировать слова, поведение, поступки и даже внешность окружающих. Теплота симпатии, жар любви могут уступить место холодному, беспристрастному анализу партнеров и беспощадной ревизии отношений. Под влиянием Венеры в квадрате с Луной в Деве многие будут сегодня стремиться к идеалу, желая, чтобы их окружали только самые надежные и ответственные люди. Это может привести к повышенной критичности и требовательности к другим, что в свою очередь способно вызвать недопонимание и конфликты. Совет этого дня: исполняйте свои собственные обязательства и поменьше выдвигайте претензии другим людям. Это поможет вам избежать ненужных конфликтов и сохранить гармонию в отношениях. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на недостатках окружающих, лучше обратите внимание на собственное поведение и постарайтесь стать сегодня лучше. Также сегодняшний день, 14 июня, подходит для выполнения ряда важных дел и задач. Этот день будет благоприятен для наведения порядка в доме или на вашем рабочем месте. Это поможет вам очистить пространство и ваш ум, создавая ощущение свежести и новизны. Также в этот день, 14 июня, постарайтесь уделить внимание своему здоровью, посетите врача или проведите, как вариант, профилактические процедуры. Кроме того, обратитесь за советом к специалистам в различных областях. Это поможет вам принять взвешенные и обоснованные решения. Также сегодня хорошо заниматься самообразованием. Как вариант, начните новый курс или продолжите уже начатое обучение. Также сегодняшний день, 14 июня, идеально подход для работы с бухгалтерией, отчетами, планированием и другими задачами, которые требуют внимания к деталям. Что же касательно лунного календаря, то у нас сегодня, друзья, растущая луна в знаке зодиака Дева, и у нас с вами 9-е лунные сутки. Дева — знак зодиака, который ассоциируется с аналитическим мышлением, вниманием к деталям и практичностью. Под влиянием Девы сегодня люди будут склонны к тщательному планированию, критическому анализу и стремлению к совершенству. Это отличное время для работы с документами, а также решения сложных задач, а также для заботы о здоровье и о своем внешнем виде. 9-е лунные сутки – это период, когда энергетика Луны становится более напряженной, поэтому в какой-то степени вам сегодня нужно проявлять осторожность. Помните о том, что сегодняшний день могут приносить сомнения, какие-то внутренние конфликты или иллюзии. Это время, когда скрытые проблемы могут всплыть на поверхность, требуя от вас решения. Сам по себе день 14 июня будет насыщенным и продуктивным, если правильно использовать энергию Луны в знаке зодиака Дева и учитывать особенности 9-х лунных суток. Сегодня многие почувствуют непреодолимое желание заняться уборкой, разбором завалов и организацией пространства.
Это отличное время и для генеральной уборки, для избавления от ненужных вещей и создания уютной атмосферы дома или на работе. Луна в Деве способствует и аналитическому мышлению. Используйте этот день для анализа своих планов и целей, составления списка задач и планирования будущих действий. Это также хорошее время для работы с документами и финансовыми отчетами. Влияние Девы делает этот день благоприятным для занятий, связанных с улучшением здоровья. Запланируйте визит к врачу, начните новую диету или программу тренировок. Также сегодня можно провести профилактические процедуры и заняться уходом за телом. В этот день возлюбленные, супруги, друзья и коллеги могут чаще подвергаться критике и оцениваться по уровню надежности и ответственности. Важно быть осторожным в высказываниях и не переусердствовать сегодня с критикой. Также в этот день, хотя он и достаточно хорош, но могут возникать потенциальные опасности и предостережения. Под влиянием Девы и 9 лунных суток вы можете стать чрезмерно критичными к себе и к окружающим. Поэтому старайтесь сегодня контролировать свои эмоции и избегать ненужных конфликтов. Помните, что никто не идеален, и излишняя критика может привести к ухудшению отношений. 9 лунные сутки могут приносить иллюзии и самообман. Будьте внимательны к своим мыслям и решениям, избегайте поспешных выводов и действий. Если вы чувствуете сомнения, лучше отложите важное решение на другой день. Также этот день может быть и эмоционально напряженным. Старайтесь сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Медитация, йога и другие техники релаксации помогут вам справиться с негативными эмоциями. В этот день важно уделить особое внимание своему здоровью, избегайте переутомления, следите за режимом питания и старайтесь все-таки больше отдыхать. Помните, что здоровье – это основа именно вашего благополучия. Что же касательно лунного календаря здоровья, то Дева, будучи земным знаком зодиака, управляет пищеварительной системой, нервной системой и кишечником. Поэтому в этот день особенно полезно уделить внимание питанию, детоксикации организма и успокоению нервной системы. Дева также ассоциируется с гигиеной и чистотой, что делает этот день идеальным для проведения процедур, направленных на очищение и укрепление здоровья. Ну а чтобы успешно преодолеть те или иные моменты этого дня, рекомендуем сосредоточиться на внутренних практиках и на методах очищения. А также старайтесь сегодня избегать конфликтных ситуаций и излишнего напряжения. В этот день важно сохранять внутреннее спокойствие и гармонию. Постарайтесь в этот день употреблять легко усваиваемые продукты, такие как овощи, фрукты, цельнозерновые и белковые продукты. Избегайте также тяжелой и жирной пищи, которая может перегрузить вашу пищеварительную систему. Пейте больше воды, травяных чаев и свежевыжатых соков для очищения организма. Особенно полезными сегодня будут чаи из ромашки, мяты и имбиря. Ешьте, правда, небольшими порциями, чтобы не перегружать ваш желудок и кишечник. Лучше принимать пищу чаще, но в меньших количествах. Также прогулки сегодня в парке или в лесу помогут вам зарядиться энергией и улучшить ваше настроение. Свежий воздух способствует очищению легких и улучшению общего самочувствия. Избегайте сегодня интенсивных тренировок и силовых упражнений. Предпочтение отдавайте умеренным нагрузкам, которые не вызовут у вас никакого перенапряжения. День под влиянием Девы и растущей Луны идеально подходит для процедур за уходу за своим телом. Поэтому сегодня уделите время уходу за кожей и волосами. Маски для лица, увлажняющие кремы и массажи будут особенно эффективными. Также сегодня хорошо проводить детокс ванны с добавлением морской соли или эфирных масел. Это поможет очистить кожу и снять напряжение. Также избегайте сегодня перегрузом, будьте внимательны к деталям и будьте осторожны с новыми начинаниями, особенно если вы не вникали, если вы не знаете или ваша интуиция подсказывает вам, что этого не стоит делать. Далее, друзья, давайте уделим немножечко внимания лунному календарю денег и посмотрим, что же нас сегодня ожидает. И вы знаете, сегодня ввиду влияния Девы люди будут склонны к более тщательному и вдумчивому подходу к своим финансам. Это время, когда стоит сосредоточиться на следующих аспектах.
Проведение детального анализа финансовых потоков поможет вам выявить ваши слабые места и найти способы оптимизации бюджета. Также разрабатывайте и корректируйте свой финансовый план на будущее. Если есть возможность, создавайте, прописывайте четко, на что вы хотите потратить деньги в ближайшее время, а также что бы вы хотели увидеть и так далее. Также избегайте сегодня любых рискованных операций. Не рекомендуется принимать важные финансовые решения или начинать новые проекты. Лучше сосредоточиться на текущих делах и завершении уже начатых проектов. Также используйте этот день для анализа текущего финансового состояния и планирования будущих шагов. Также, если у вас нет такого, знаете, резервного фонда, если так можно сказать, да, то начните откладывать деньги на какие-то непредвиденные расходы. Это в будущем создаст финансовую подушку безопасности. Также проанализируйте необходимость и целесообразность крупных покупок. Создайте план накопления и сами для себя определите, сколько времени вам понадобится для достижения целей. Также сегодня хорошо урегулировать любые финансовые обязательства, погашение кредитов, долговых обязательств. Это поможет вам улучшить финансовое состояние и снять напряжение. Также пересмотрите и проверьте существующие финансовые контракты. Обратите внимание, все ли так у вас хорошо, как вы думаете на данном этапе. Далее, друзья, уделим внимание карте Таро на 14 июня. И вы знаете, сегодня выпала карта «Рыцарь Пентаклей». Именно эта карта символизирует усердие, надежность и практичность. Это воплощение стабильности и постоянства, что делает особенно важной фигурой в финансовых и в деловых вопросах. Поэтому в финансовой сфере и на работе рыцарь Пентаклей сегодня предвещает успех для тех, кто готов работать усердно и последовательно. Поэтому сегодня хорошо вкладывать деньги в проекты, которые требуют времени для реализации, но в то же время обещают стабильный доход в будущем. Также сегодня хорошо тщательно проработать задачи и проекты, а также обращать внимание на детали и ответственно выполнять свои обязанности. Кроме того, сегодня очень важно, вот карта Таро «Рыцарь Пентаклей» нам напоминает о важности заботы о своем здоровье и личном развитии. Поэтому сегодня хорошо уделять внимание своему телу, поддерживать здоровье. Также можно заниматься обучением новых навыков или улучшать уже имеющихся. Это очень важно. Также попробуйте сегодня составить список задач на эти выходные, которые вы бы хотели сделать, осуществить или реализовать. Также не забывайте практику визуализации. Представляйте то, что вы бы хотели в своей жизни увидеть, почувствовать, создать и так далее. Что же касательно совета от Архангела Михаила, то Архангел Михаил на этот день, 14 июня, дает нам следующий важный совет. Будьте уверены в своих силах и защищайте свою правду. Этот день требует от вас твердости, уверенности и умения отстаивать свои убеждения. Не бойтесь быть честными с собой и другими людьми, даже если это потребует мужества. Также Архангел Михаил напоминает, что каждый из нас обладает внутренней силой, которая способна справиться с любыми трудностями. И чтобы укрепить свою уверенность, обязательно сегодня на протяжении дня проговаривайте следующие слова: «Я доверяю себе». Я могу справиться с любыми вызовами. Я сильный, я способный, у меня все прекрасно получается. Обязательно пропишите их, друзья, и в комментарии к этому видео. Также, если вы сегодня в какие-то моменты не знаете, что вам делать, как вам поступить, обязательно обратитесь к Архангелу Михаилу, обратитесь к своему ангелу-хранителю, потому что они ждут от вас именно команды, чтобы они начали помогать вам или двигаться в том направлении, которое действительно для вас важно и нужно. Не бойтесь у них просить. Помните о том, пока вы расстроены, пока вы злы, пока вы недовольны, соответственно, в вашей жизни тоже ничего не получается. Поэтому ваша задача двигаться вперед, смотреть на вещи немножечко более открытыми глазами.
Друзья, и как мы сказали, сегодня действительно 14 июня волшебный день. Сегодня написать нужно обязательно денежную фразу на листке бумаги. И эта денежная фраза звучит следующим образом. Прямо сейчас ее запишите себе или возьмите листок бумаги, и слова будут следующие. Друзья, деньги ко мне текут легко и свободно. Я магнит для финансового изобилия. Мой доход постоянно увеличивается. Я благодарен за все деньги, которые приходят в мою жизнь. Каждый день я становлюсь богаче и успешнее. Вот эти фразы, они очень важны. Вы должны их написать на листке бумаги. Если вы на протяжении того, как вы писали, допустили какую-то ошибку, зачеркивание, исправление, то, знаете, вам нужно переписать. После этого, как вы написали, этот листочек носите сегодня с собой, а в вечернее время обязательно его сожгите, а пепел развейте по ветру. И в этот момент представляете, как высшие силы помогают вам преодолеть вот те неприятности, те проблемы, которые есть в вашей жизни, а также представляете в этот момент, что в вашей жизни появляются те блага, которые действительно для вас важны и вам нужны на данном этапе жизни. Вот такой, друзья, очень важной и ценной информацией мы сегодня с вами хотели поделиться. Ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. Друзья, прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Выбирайте то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ. Услышимся в следующем видео.